Всем привет! В этом видео разберем турнирное онлайн-сражение между игроками Александрос и Корректор. Правило 8-6 кавалерии, не более 4 однотипных отрядов, пикинеры и ополченцы запрещены, как и мушкетеры. Сражение на карте Грюнвальд, она же Танненберг на английском языке. Александрос в атаке за Империю, Корректор в обороне за Португалию. Португальцы уже умудрились на ровном месте потерять 9 конных арбалетчиков. Можно же было подальше траектории движения выбрать. Смотрим, что у нас с вами здесь по составу. Генерал, 1-2, 4 рыцаря Англии конные, конкистадоры, конные арбалетчики, 4 мечника ополчения и 4 пеших английских рыцаря. На закуску крестьяне с луками 2 отряда. Тарашевый состав хороший, оптимальный, пехота выглядит слабовато, но зато кавалерия хороша. Крестьяне с луками дешево и сердито. Имперцы решили лес прочесать, проверить, есть ли засады. Смотрим состав имперцев. 5 кавалерий, 4 арбалетчика, пехота из пикинеров и мечников, немного фанатиков, серпентина и крестьяне. Да, взять в атаку только 5 кавалерий, 2 из которых купцы, это очень странное решение. Также сомневаюсь, что артиллерия нужна в таком бою. Хотя задумка немца кажется понятна. Набрать стрелков побольше, пушку и выкурить португальцев с холма, заставить тех перейти в атаку на самих немцев. По пехоте неплохо, сочетание пикинеров и мечников обычно дает хороший результат в рукопашной схватке лоб в лоб. Португальцы могли бы спрятаться от пушки за холм, но по правилам это будет нарушение, так как оборотная сторона холма слишком близка к красной линии. Так, ну смотрим, что у нас тут серпентина сможет сделать. Настреляло человек 15-20. Достойный результат для отряда за 700 флоринов, ничего не скажешь. Имперцы, кстати, не стесняются нарушать правила, и половина своей армии встали близко к краю. Я думаю, уже на этом этапе можно засчитать победу Корректора. План империи сработал, и португальцы сорвались с позиции на холме в дикий безудержный раш. Все по классике. Пехота по центру, кавалерия на флангах. Доминирование кавалерии по количеству и качеству очевидно приведет к обхвату с правого фланга. Левый португальский фланг близко к краю карты, там особо маневрировать не выйдет. Построение имперцев не очень удачное, пушка и отряд арбалетчиков стоят без прикрытия, кавалерия стоит сзади и оставляет португальцам возможность сделать обхват. Надо было как-то вывести их сбоку, смысла стоять по центру нет, так как у пехоты есть пикинеры, которые защитят от натиска португальцев.
Корректор решил просто взять всю кавалерию и атаковать в лоб пикинеров. К счастью, немецкие крестьяне вышли вперед и спасли рыцаря от смерти на пиках. Хотя один отряд все же напоролся на фалангу, половина отряда полегло на месте. Причем корректор перевес на 3 отряда всадников, их можно не жалеть. Замедлим скорость, чтобы успевать отследить все происходящее. Тут конарбалетчикам, как мне кажется, проще атаковать в спину купцов мечами. У них мораль троечка, как у ополченцев, они должны быстро разбежаться от потери окружения. Тогда можно быстрее освободить здесь 3 отряда кавалерии и начать тотальную деструкцию имперцев по центру. Все-таки там фаланга с мечниками, такое построение в лоб пробить пехотой сложно, тем более ополчение мечников и двуручными рыцарями. Хотя, смотрю, по центру сломать фалангу получилось. Часть пикинеров дерется на мечах. Лучники португальцев нормально так настреливают по тылам империи, своих почти не задевают. И все, пошел обхват у края карты. Тевтонцы вместо натиска стоят в затяжном бою с двуручными рыцарями. Немцы в полармии просто стоят бездействуют. Фанатики стоят среди арбалетчиков и мешают им стрелять. Арбалетчики в небо лупят наугад, либо просто простаивают. У них нет прямой видимости противника. О, наконец-то конно-арбалетчики побежали добивать несчастных купцов. В общем, удалось пехоте Португалии пробить фалангу и заставить драться на мечах, хотя видно, что тяжело, ополчение мечников колеблется и от любого чиха может сбежать. Немцы совсем не реализовали половину своей армии, пушка слилась в самом начале, 4 отряда арбалетчиков не смогли толком пострелять. Тевтонцы просто подавлены и сражаются в плотном бою с пехотой. Болты еще летят по навесной траектории. Мне кажется, они по своим попадали чаще, чем по врагам. Жалко, нет статистики от империи. Фанатиков надо было к тевтонцам кинуть, они бы неплохо настучали дубинками по голове португальцам. А так и сами ничего не сделали, и арбалетом не дают стрелять. Имперский генеральский отряд вырвался в тылы, но боюсь, что уже поздно. Тем более сам генерал застрял где-то в гуще сражения. Где-то он тут, что-то не вижу. А, вот все, помер. Причем, судя по анимации, он помер на своих же пикинерах. В нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Это победа. Прославит доблестных. По фрагам все понятно. Кавалерия сделала все дела. Лучники неплохо отработали свои 220 флоринов.
Не то что немецкая серпентина за 700. За эти деньги лучше взять нормальную кавалерию. Подводим итоги. Бой, считаю, был проигран Александросом еще на стадии выбора состава. Брать в атаку 5 кавалерий в турнире, где можно брать 8 отрядов, это критическая ошибка. Дальше. Ставка была сделана на то, что удастся либо расстреливать португальцев на холме, либо выманить на себя их в атаку. По итогу португальцы зарашили немцев, пушка слилась первой, а арбалетчики не могли вести прицельную стрельбу весь бой. Построение было неудачное. Возможно, Александр не успел построить войска как полагается и встретил раш как получилось. У португальцев 1700 человек против 2200, но по факту сражалось 1700 против 1100, потому что добрая половина немцев проставила весь бой на месте. Фалангу пробили толпой в нескольких точках, остальные пикинеры стояли и наблюдали со стороны, как режут их товарищей. Португальцев две ошибки. Лобовая атака кавалерии на пикинеров. Ну тут повезло, что многие из них не успели опустить пики после передвижения. Также помог отряд крестьян, которого немцы выставили вперед, по сути спасая тем самым конницу врагу. Впрочем, может быть, целью атаки были только крестьяне, но на них и одного отряда хватило бы. Вторая ошибка — это 9 конно-арбалетчиков, которые погибли в начале боя. А так неплохой бой, хороший состав. На этом все, спасибо за просмотр.